Сплошные научные ошибки. Надо отдать должное отцу Афанасию. Разве можно сказать, что он ошибся? Несмотря на то, что трапеза шла уже 3 часа, он первым понял, кто появился перед собравшимися. Монастырское вино не очень крепкое, но так быстро назвать то, что перед глазами, словом черт сумел именно он. Да, такая сущность может многое, что непосильно человеку. Понимая, что случилось, священник вылил недопитый стакан освященного напитка на материализовавшееся в центре пиршественного зала рогатое, хвостатое и очень похожее на классические картинки. А вот отец Петр зачерпнул святой воды, которая стояла в большом кувшине слева от стола братья, ваза из-под яблок. Не зря отважному пастырю уже лет 10 поверяли беды и надежды верующие святой церкви. Облитая кожа демона буквально зашипела. Нет, не просто так 14 гостей монастыря Святой Софии дали обет служить Богу. Представитель нечистой силы, давний враг их профессии, терял легендарную сноровку. Он только стоял, корчась от молитв, святой воды и всего, что экзорцисты рекомендовали для лучшей защиты. Кривые длинные когти черта засветились. Он с трудом поднимал руку, чтобы направить их на собравшихся. Вот тут-то на него вылил стакан святой воды отец Джон. Он случайно уронил четки на пол рядом с нечистым, но рука врага человеческого рода затряслась, ногти потухли и стали терять форму. Вдруг глаза его сверкнули, он попытался поднять хвост. Нет, монахи не были совсем пьяными, иначе его не увидел бы каждый. Будь в компании потерявший разум, хотя бы кто-то не попал. Хвост немного поднялся. Неуверенные движения заостренного конца, и кончик стукнул по половицам, четкам отца Джона, чашкам и осколкам кувшина на полу. Если бы гость оказался только шутником, переодетым, чтобы напугать монахов, он бы только хохотал, а не странно чирикал от страданий, причиненных ему святой водой. Он явно терял сознание и форму, а задетые хвостом предметы странно пожелтели. Внезапно он сделал то, о чем священники разных церквей знали из руководств по борьбе с демонами. Если вы хотите об этом только коротко, то через полчаса на полу лежал плохо одетый человек. Он был почти в обмороке и твердил об обмане, инопланетянах и власти над миром. Добрые пастыри уже через месяц определили душу и тело одержимого в психиатрическую лечебницу отца Хайня. А светские врачи подтвердили, что бред не проходит, и священники не ошиблись, определив состояние больного. Если вам нравится юмористическая фантастика, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, какие темы вам интереснее. Помогите в продвижении канала среди ваших друзей в соцсетях, расскажите о нем. Никто из монахов не знал, что эта история начиналась, когда 5 великих держав, не очень доверяя друг другу, решили послать сигнальный луч в созвездие Волопаса. Дело в том, что даже их экстрасенсы подтверждали, в итоге неприятности будут минимальными. Разве можно рисковать и впутаться в неприятности, не спросив совета у лучших провидцев? Это очень серьезное заключение, учитывая идеальную точность их интуитивных выводов. А спрашивали перед тем, как послать луч, по которому из далекой сверхразвитой цивилизации на Землю может прибыть контактер. На Марсе за год до этого нашли и расшифровали подробную инструкцию по созданию прибора. Собрали машину, осторожно оповестили человечество о попытке. 22 мая 1938 года направили луч из лаборатории Дублина в нужное место. 3 месяца прибор излучал сложные пучки частот. За пространством около лаборатории следили известные журналисты и никому не нужные блогеры и все, кто просто хотел, чтобы остальные знали. Пару раз мониторили странные помехи. Но потом окончился срок пения луча, обозначенный в инструкции. Ничего заметного не произошло. Обидно. Нельзя было не выполнить уникальную задумку когда-то посетившей Марс цивилизации звездолетчиков. Но ведь лучшие экстрасенсы не ошиблись. Сделали точно, ничего интересного так не вышло.
Дублин вряд ли может спасти всех от любителей пожить за чужой счет. После шумихи с лабораторией и космосом огромное количество олухов с открытыми карманами оказались вокруг лаборатории. Стив Марк Ривара Аглый приехал туда потому, что неплохо умел справляться с мелкими кражами. Карточки, пароли, деньги – отличный улов. Но он постарался забраться ближе к лучу, чтобы заснять видео из закрытой зоны. Позже цены на независимые кадры будут только дороже. Да и он начинал как владелец блога, а карманным воришкой стал только после разорения никому не нужного канала с его интеллектуальными упражнениями. В суматохе научных хлопот рядом с аппаратурой его тоже не замечали. Стив Марк Ривара Аглый не знал, что 6 июня 1938 года он не сможет полностью провести на Земле. Почему прибор инопланетян для переноса в другие галактики выбрал именно его, а не любого, имеющего пропуск, и отсутствие которого хотя бы заметили? Наверное, земные академики не смогли перевести инструкции к прибору точно. Вот он и показал могущество сломанной техники. Вам нравится авантюрная юмористическая авторская фантастика? Поддержите автора, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях несколько слов. Так YouTube будет продвигать видео, и у автора когда-нибудь появится возможность жить за счет этого своего труда. Помогите в продвижении канала среди ваших друзей в соцсетях, расскажите о нем. На другой стороне инопланетяне, ждавшие весточки с Марса, давно умерли. Остались лишь координаты цивилизации в глубинах архивной планетной памяти, студенческий надзор и возможность воспользоваться оплаченной машинной телепортацией туда и обратно. Компьютеру были известны частота луча и точка на карте, куда передать путешественника. Стив Марк Ривара Аглый прибыл на планету Паритата в созвездии Волопас, просто сделав пару шагов на Земле в сторону лучащегося прибора. Не на дублинской стороне последний клиент таких дорог появлялся только в забытой методичке. Но охрана была, и его сразу увидел пьяный студент технической школы Тика Витата. Негодяй пролил пару капель своего пойла на гостя, и тому стало плохо от ощущений, запахов и крепости напитка. На Паритате нельзя делать все, что угодно, особенно алкоголикам. Это означало, что Тика Витата должен был немедленно вылечить инопланетянина и дать ему компенсацию за причиненный ущерб. Чтобы любимая никогда не увидела его наказания, всю мощь своей кредитки студент вынужден был направить на исполнение желаний под контролем пострадавшего. Душа Паритатица Тика был талантлив, но ему нельзя было пить. Иначе почему он не подумал, что Стив Марк Ривара Аглый был не совсем честен, когда заказывал физиологические изменения своего организма? А тот откровенно врал, говоря, что имел до соприкосновения с обжигающим напитком. Он заказывал у представителя высшей расы бластер, убирающийся в тело одним движением мысли. Портативный философский камень для превращения в золото на щупальца-анализаторе-генераторе волн. Таком, который одним звуком мог открыть любой замок, сокрушить стену, поймать частоты полицейских волн и направленным действием превратить противника в ябеду, подлизу или сообщника. Тика записывал сбивчивую речь Стива и заверение о том, что на родной планете он так и выглядел, будучи местным диктатором. Тика извинялся и, преклоняясь перед талантами пришельца, спрашивал, как же тот смотрелся внешне. После объяснения земных полномочий Ривара Аглы, но без точных слов о внешнем виде, Тика снова выпил из кувшина, засуетился перед столь важной персоной и как назло снова пролил на него опасное для жизни инопланетянина пойло. Тот завыл. Последним словом землянина было «черт». Потом он потерял сознание. И как теперь простому студенту воскрешать существо с загадочной физиологией? Конечно, Тика ошибся, когда позвал на помощь любимую, но еще не завоеванную подругу Мут. Она разволновалась и явилась к неудачнику со старостой группы, ненавидящим неприятности, и 3 его доверенными помощниками. Боязливые помощники сумели быстро удержать жизнь в бесчувственном теле пострадавшего. У них было настоящее братство, но не сложилось у Тика.
Но они же помогут угодить и замять неприятности. Разумно решили, важную персону следует восстановить, не приводя в сознание, чтобы не увеличивать накал злобы и размер претензий. Раз на вопрос о внешнем виде он коротко назвал аналог, его и выбрали. В хвост с любовью спрятали философский камень. Так удобно, стукнешь хвостом по скале из гранита, а она становится золотой и в сумеречном климате добавляет света, бликуя солнцем. У инопланетян были способы получше, но под запись сам Ривера Аглы объяснял свой потерянный от контакта орган именно так. Гипноизлучатели с трудом встроили в длинные когти. Направь их на жертву, и антенна в расширенном кончике носа заставит жертву быть покорной. Добавили красненького в цвет лица, явное предупреждение об опасности. Надо воспитывать на явном примере любителей задирать сильных. Кто, поняв такой явный стопор, будет испытывать судьбу? Бластеры, круговой обстрел и материализатор снарядов укрепили внутри рогов. Никому не жалко было отдавать технические диковинки. Без компенсации пострадавшему из института и профессии выставят не только бедолагу Тика, но и всю группу. Удалось и немного сэкономить. Стива не будили, чтобы не увеличить поток требований. Укомплектовали так быстро, что успели отправить обратно на Землю в оплаченное время по тому же лучу. Конечно, уже во время перелета назад он выслушал инструкцию о своих новых протезах и предупреждения. Сутки он не должен контактировать с водой. Жажды не будет, но наскоро сделанным имплантом необходимо затвердеть для дальнейшей стабильной многовековой работы. То есть, сутки не мочить водой, и ты навсегда укомплектован и заряжен. Мягкая заботливая Мут вычитала в откровениях пришельца, что на земле он был одним из самых почитаемых богов. Она позаботилась, чтобы после возвращения он сразу увидел бы собственных верных слуг. Так Стив потом и материализовался в монастыре Святой Софии. В ту секунду, как Зум оповестил о его прибытии на место, студенты навсегда закрыли портал на его планету. Чтобы никто не узнал об оплошности, неделю прятали записи в глубины архива и получали разрешение стереть их навсегда. Да, как только Стив пришел в сознание и понял, какое сокровище получил, он оказался перед попами. Ему бы возможность потренироваться в использовании протезов. Но первый же контакт с водой принес волну боли, которую он с трудом выдержал. Не получилось воспользоваться гипнозом когтей. Зная, что все скоро закончится, он пытался ударить хвостом по собственным ботинкам, чтобы сделать их золотыми. Но непослушный манипулятор упирался в пол, бил по предметам и осколкам рядом, пока новая волна боли от его исчезновения не заставила Риверу Аглы потерять сознание. Так с инопланетной техникой он не стал диктатором Земли, и была уничтожена возможность принести людям огромный вред. Так что провидцы 5 сверхдержав не ошиблись, предсказывая минимум неприятностей. Ну а что могут потерять люди, забытые могучей цивилизацией? Особенно из-за того, что там повсюду изобилие, невероятная техника, но строжайший запрет на экстрасенсорную деятельность. Монастырь Святой Софии чтил память о мужественной борьбе со злом силами священников, ставших знаменитостями. Да и как иначе? Камеры слежения не зафиксировали входа существа через дверь или окно. Ладно, пусть кто-то стер записи. Но как в монастырской трапезной появились золотые половицы, осколки? Как превратились в золото четки отца Джона? Свидетельство чуда. Живое подтверждение борьбы и победы над опасным демоном. Все эти видимые доказательства божественной благодарности харизматичным пастырям были выставлены в ризах. Очередь для прикосновений стояла днем и ночью. Если вам нравится юмористическая фантастика, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, какие темы вам интереснее. Помогите в продвижении канала среди ваших друзей в соцсетях, расскажите о нем.